Друзья, всем привет! С вами Вероника Ингесенко и Центр Алхимии. И сегодня у нас будет воскресное пижамное гадание на январь месяц. И будет два варианта. Вот этот первый вариант, сундучок волшебный, и этот второй вариант. Работать будем на всех 4 колодах сразу. Это мотивашки, это советы лосося, это Ленормань, это Татвас, Эль Гран де лос Татвас. Чудесная, прекрасная, красивая вещь. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте попробуем погрузиться в ваш январь месяц и узнать, что же интересного и чудесного вас там ждет. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Я вот так вот вас поставлю красиво, вот так вот вас поставлю. А вот это пока уберу в сторону, чтобы оно мне не мешало. Так, делать будем динамический расклад. Я буду выкладывать несколько карт из разных колод. И буду в произвольном порядке открывать именно те карты, к которым тянется моя рука. И таким образом мы с вами поисследуем немножечко ваш январь месяц. Представляете, уже 2024 год. Может быть, кто-то будет смотреть это видео в 2025 году. Или в 26-м. Представляете? Как это будет забавно и неожиданно. Так. Что же интересного несет первому варианту январь? Этот январь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. И будет у нас 10-я карточка. Так, вот так вот будет выглядеть наше поле. И начну я с первой карты, как вы ощутите этот месяц. То есть какая будет у него энергия, какие он вам несет эмоциональные состояния, телесные состояния, вообще какие-то мысли, какие-то предчувствия. То есть как вы будете его ощущать. Откроем эту карту. У меня выходит отшельник. Но, судя по всему, январь вы ощутите как месяц уединения и спокойствия. Как месяц отдыха, месяц ничего не делания, месяц отсутствия людей в вашей жизни, месяц, который будет аккуратно вести вас по дороге ожидания и терпения. Терпение в хорошем смысле этого слова, терпение в данном случае, что я имею в виду, что вы не будете совершать никаких резких телодвижений, никаких хаотичных поступков, будете находиться в своем мире, прежде всего внутреннем. Вот как будто найдете свое убежище и будете в январе месяце находиться в этом убежище. То есть не будете ждать появления людей, которые вам не нужны. Будете скорее концентрировать внимание именно на том, чтобы в вашу жизнь пришел какой-то человек, или пришли какие-то люди, или пришли какие-то ситуации, которые действительно вам подходят, в которых вы действительно нуждаетесь. Здесь, я бы сказала, январь месяц для тех, кто выбрал первый вариант, это прежде всего история последней минутки вашего уединения. Потому что совсем скоро в вашей жизни все поменяется, и ваше уединение, ваша дистанция, ваша отдаленность, она останется, судя по всему, где-то за кадром вашей жизни, потому что произойдет, кристаллизация каких-то событий, и, скорее всего, больше вы не будете один или одна. Дальше, следующий вопрос. Синхрония. Что притянут ваши мысли или ваши разговоры в январе в вашу жизнь? Это события, которые могут касаться вас, которые могут не касаться вас. Это вообще какие-то события, которые будут происходить в январе в вашем поле. Откроем лосося, включая пропеллер. Какая-то вот история про перемены. Про поездки, про достижение какой-то цели включится в январе. Вы как будто почувствуете прям вот явно всеми фибрами своей души, каждой клеточкой своего тела, что ваша жизнь стоит на пороге какой-то новой
истории, каких-то новых этапов, появится ощущение жить, творить, что-то сделать с работой. То есть вот все ваши мысли о переменах начнут материализовываться уже в январе. Вот. Вопрос номер 3. Чего не стоит ждать вообще в январе? Откроем эту карту. Чего не стоит ждать в январе? Пятерка кубков. Не стоит ждать никаких переживаний, разрушения мечты, неисполненных, разрушенных каких-то планов, расставаний, каких-то переживаний о прошлом, что что-то там утрачено. Ничего этого не будет. Очевидно, с вашим прошлым уже докончено, я сказала, видите, докончено с вашим прошлым. Сейчас активно в вашей жизни только будущее и настоящее. Все переживания, все вот эти смутные, странные истории, они остались где-то за кадром. Чего ждать в январе? Откроем Ленорман. Чего ждать первому варианту в январе? Рыбки. Интересно, да? Рыбки у нас здесь соответствуют еще и королю бубновому. То есть такая история про то, что январь для вас будет месяцем достаточно хлопотным. Будет множество каких-то хаотичных дел, каких-то разговоров. Существует, может быть, риск, может быть, не совсем риск, что надо быть внимательным, осторожным, чтобы не угодить в какую-то ловушку. В том числе необходимо обратить внимание на родственность, да, родственность людей, с которыми вы общаетесь, близость каких-то ситуаций вашему внутреннему настрою, вашему видению. То есть в январе вас ждет, собственно, обычная будничная жизнь, никаких перемен пока еще в январе в этой жизни не будет, но будет какое-то хаотичное развитие всяких разных обстоятельств в вашей жизни. Вот. Будут ли неожиданности? Вот так вот. Будут ли неожиданности в январе месяце для первого варианта? Будут ли неожиданности? Тройка кубков. Но есть только какая-то неожиданная приятная встреча. Вот, может быть так. Может быть, не в тот срок, что вы планировали, или не в то время. Здесь вот какое-то событие. Достаточно приятная встреча, застолье, не знаю, там, друзья, подружки, какие-то близкие вам люди, что-то здесь будете обсуждать, ходить в какие-то приятные места, какой-то здесь такой контекст. Вот. Но давайте достанем еще раз, какие конкретно могут быть еще неожиданности, да, вот в рамках этой карты. Ну, король. Для женщины это знакомство с мужчиной, судя по всему, январь обещает, а для мужчин достаточно какие-то успешные дела, успешные проекты. Здесь с работой какие-то договоренности могут быть. Здесь ощущение, что я молодец, у меня все хорошо. То есть какие-то, может быть, истории повышения по службе и так далее. То есть, может быть, какие-то вот темы, касающиеся, в том числе, где там у меня все равно на языке вертится отношений, но в формате, как пригласить на свидание, сходить куда-то. Вот. Что главного для своей жизни вы узнаете в январе? Это главное может касаться вас, может не касаться вас. Что это вообще такое, что вы можете узнать в январе? Четверка жезлов. Все хорошо, что ситуация стабильная, стабилизируется, что, наверное, никому ничего не угрожает, что семья превыше всего, хорошая, надежная работа превыше всего, что я нахожусь в среде людей, с которыми мне комфортно, которые меня поддерживают, что я вообще нахожусь в состоянии безопасности. Вот какие-то такие истории. Вот. Вот это главное, да? Куда оно должно вас развернуть в вашей жизни? Куда оно должно вас развернуть к вашей жизни? Правосудие. Ну, судя по всему, к фиксации каких-то договоренностей, к подписанию каких-то бумаг, каким-то, не знаю, заключением в формате, там, мы проанализировали какую-то ситуацию и дали свое заключение, да, вынесли свой вердикт, каким-то юридическим аспектам, к какому-то воздаянию, в том числе по заслугам, каждому, как говорится, по возможностям и по потребностям. Здесь какие-то юридические формальности и вопросы, к чему вы должны быть готовы. К каким-то здесь письменным историям нужно быть готовы, потому что что-то тут будет связано с вопросом формальным, документальным, что-то такое. Вот. А к чему? К чему? К чему? К реализации новых возможностей, в том числе и финансовых.
в том числе и финансовых, но здесь акцент у нас именно на пажа кубков сделан, то есть это исполнение желаний, это встреча, это приятные возможности, которые вам подкинет жизнь, какие-то очень глобальные такие перспективы, которые сделают вас человеком достаточно уверенным в себе, цельным, дадут вам возможность испытать массу приятных эмоций, минут, поверить вообще в этот мир, как мне кажется. Вот какая-то такая история. Ну и в конце нашей беседы откроем мотивашки для того, чтобы еще раз задать вопрос, что же вам все-таки принесет январь. Что же вам принесет январь? Смотрите, что у меня здесь написано. Хватай эту возможность, она сделает тебя еще круче. И помни, ты настолько шикарен, что многие тобой вдохновляются и хотят быть как ты. Вот что вам принесет январь. Все-таки какой-то успех с точки зрения профессии, с точки зрения качества вашей работы, с точки зрения вашей красоты, вашей эстетики. Это чудесные вещи. Какое-то здесь знаменательное будет все-таки событие. Что-то тут вы сделаете в своей жизни такое, что кардинально как-то развернет ее в новую сторону и в более лучшую, интересную сторону. Так что, ребята, я вам всем желаю успеха. Пусть ваш январь месяц будет чудесен и прекрасен, как никогда. И не только январь, а все последующие месяцы тоже. Вот, поэтому похвалите себя. Вы умница или вы молодец. И возвращайтесь к нам снова. Пока-пока и до новых встреч. Второй вариант. Всем привет. Все, кто выбрал вот эту вот чудесную луну. Давайте будем смотреть ваш январь. Что же вам интересного принесет январь? Шестерка жезлов сразу выскакивает. Какую-то победу. Прямо-таки ощущение своей собственной самодостаточности. Что я справился или справилась. Что я все-таки что-то из себя представляю. Я могу. Мне не нужно останавливаться на достигнутом. Мне надо идти вперед, потому что у меня все получится. Я вот, например, вчера творожные ватрушки делала. Такие вот, прям такие. И хочу сказать, что я тоже себя очень сильно хвалила, потому что, естественно, у меня не совсем все складывалось. А вчера раз и сложилось. Так, выкладываем наши карты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Так. Ну ладно, пусть будет 2. Это выпало, пусть она и остается, пока не будем мы смотреть там что-то какое-то, видимо, важное. Чуть не развернула. Начнем с этой карточки. Что принесет второму варианту январь? Богатство. Это не повод гордиться собой. Повод гордиться собой – это когда вы можете помочь кому-то просто так и помогаете, ничего не требуя взамен. Судя по всему, второй вариант. В январе у вас есть большой шанс разбогатеть. Так что воспользуйтесь лотерейными билетами. Помечтайте о хорошей работе, о хороших сделках, не знаю, о неожиданном наследстве, которое свалилось вам на голову от каких-то богатых родственников. И пусть все сбудется. Итак, как вы ощутите январь для себя, второй вариант? Как вы будете его ощущать? Активный месяц, месяц движения, месяц концентрации, много работы, энтузиазм, такой, знаете, какой-то подъем внутренний, когда каждая ваша мысль, каждое ваше действие или ваши помыслы, они касаются только какого-то конкретного одного события. Все усилия будут направляться вами в январе в достижении какой-то конкретной цели. Вы будете прям чувствовать, знаете, что времени не то чтобы не хватает, а что настолько плотно сжато ваше пространство жизненное, настолько плотно забит у вас рабочий график, что даже некогда не отдохнуть, не отвлечься, и при этом не хочется ни на что отвлекаться, а хочется во что бы то ни стало дойти к какой-то точке назначения. Ну, восьмерка жезлов у нас каноническая тема, история про движение, про энергию. Может быть, здесь для второго варианта январь
даст возможность ощутить состояние полета в прямом и переносном смысле этого слова. Может быть, кто-то куда-то поедет, и вы будете вот чувствовать прям, не знаю, эту поездку, вау, так она будет вызывать у вас какой-то восторг. И в том числе будете чувствовать полет какой-то души. Так, вопрос номер 2. Синхрония. Что ваши мысли или разговоры притянут к вам в январе? Откроем эту карту. Что они притянут? Колесница. Они притянут к вам, опять же, перемены, поездки. Они притянут к вам работу, они притянут к вам какие-то возможности, что ваше дело будет идти по плану ровно так, как вы запланировали, что вы сможете пробить какие-то любые возможные сложности, там, трудности, препятствия, что все в вашей жизни в январе будет двигаться так, как вы думаете. Понимаете, вот здесь акцент на чем? Если посмотреть на эту карту, то она прям реально выглядит именно как синхрония, да, где есть мысль, где есть уже какое-то событие, или наоборот, есть мысль, есть какое-то событие. Поэтому думайте о приятном, думайте о том, чего вы действительно хотите, причем не просто думайте, а попробуйте почувствовать, как это, когда вы получите то, что вы хотите, что вы будете ощущать, готовы вы к этому или нет. Потому что январь для вас месяц очень важный с точки зрения, видимо, формирования не просто желания, а формирования каких-то результатов в вашей жизни. Чего точно не стоит ждать в январе? Второму варианту откроем эту карту. Чего точно не стоит ждать в январе? О, Господи, как интересно. Эта же карта у нас вышла в первом варианте, как это ни странно. Не ждите в январе никаких переживаний, слез, разочарований, расстройств, ощущение покинутости, я не знаю, что мне теперь делать, что-то не получается, что-то сломалось. Ничего этого в январе не будет. А вот чего стоит ждать в январе? Откроем эту карту. Чего стоит ждать в январе? У нас здесь суд. Стоит ждать пробуждения, стоит ждать подъема духа, веры во что-то, как будто вот так вот, да, вздохнули, свежий воздух, наконец-то, да ладно, неужели какие-то падут границы? Падут границы, появится ощущение какого-то вот именно внутреннего умиротворения. Самое важное — облегчение. Мне хочется сказать, в этой карте для второго варианта, чего ждать в январе, так это облегчение. Вот как гора с плеч в вашей жизни что-то разрушится, что-то упадет, не знаю, скатится в пропасть и откроется что-то новое. Как будто сам Бог будет помогать вам в январе месяце, не знаю, пробудиться, возродиться, вдохновиться, обновиться. То есть вот прям такая история. Будут ли какие-то неожиданности? Будут ли какие-то неожиданности в январе? Откроем Ленорман. И у нас здесь ребенок. Ну, слушайте, в общем-то, я бы сказала, да, что какие-то неожиданности здесь будут. Эти неожиданности связаны с какими-то новостями, с каким-то неожиданно начавшимся развиваться делом в вашей жизни. А вот какие конкретно эти неожиданности, чего эти неожиданности будут касаться вообще, в принципе? Они будут касаться какого-то очень сложно решаемого вопроса в работе или в вашей жизни, где вам в буквальном смысле, может быть, или приходилось, или приходится сейчас защищаться, не знаю, там, отбиваться, требовать свое. Какая-то здесь есть очень важная для вас ситуация. Может быть, это само ваше положение, само по себе ваше положение требует отбиваться от каких-то нападок или от каких-то людей, в том числе, может быть, биться за то, что вы считаете важным для себя. Вот здесь эта история защиты, борьбы за что-то, она, видимо, начнет положительно очень развиваться для вас. Какие-то там будут новости, причем новости такие, я бы сказала, все-таки очень приятные. Что главного для своей жизни вы узнаете в январе вообще? Что главного вы узнаете в своей жизни в январе? Не про себя вообще, а вообще, то есть от кого-то, в новостях, какие-то еще вещи. То есть что там будет главного для вас? И у нас 9 кубков. Главное, что вы узнаете для себя в январе, что наконец-то мне хорошо. Наконец-то я счастлив или счастлива, желания сбываются, мысли материальные, что вверху, то и внизу, подобное к подобному. То есть вы прям сможете физически почувствовать вот это эмоциональное удовольствие, пробуждение и состояние вот такого вот глубокого счастья, когда вы хохочете заливисто,
когда вам буквально в смысле плакать хочется от счастья, потому что все как будто дороги сошлись в одну. Какое-то приятное очень здесь будет событие. Вот. И куда это, главное, должно вас развернуть? Вот в какую сторону оно должно вас развернуть? Откроем вот эту сначала карточку. Сидеть на своем месте. Ну, смотрите, сидит курочка и греет чайник. Какая прелесть. То есть это событие должно развернуть вас к тому, что вам больше, наверное, не придется никуда дергаться. Ехать, ездить, бежать, что-то делать, что наконец-таки в мире и в вашей жизни, в частности, наступит покой. Покой, когда можно заниматься только тем, что тебе нравится, делать то, что тебе приносит удовольствие, находиться в обстановке, в которой тебе комфортно. В общем-то, полностью заниматься реализацией своей миссии, своего предназначения, в прямом и переносном смысле этого слова. А вот к чему конкретно, да, к чему это событие у нас такое, вот к чему? Откроем еще один лосось. К чему? Чего бы ты хотел? Ну, к чему? К тому, что ты хотел этого, что ты думал или думала об этом, что ты прикладывал к этому усилию, потому что это событие даст вам возможность исполнить все свои другие оставшиеся мечты. Вот какая здесь приятная, красивая история. Ну и откроем еще одну тогда карту. У нас остался еще один татвас. Пусть это будет рекомендацион для второго варианта. Рекомендацион — рыцарь жезлов. Будь активным, не сиди на место, не трать время впустую. Активно занимайся работой, активно занимайся собой, верь в свои силы. И в том числе знакомься с разными людьми, куда-то ходи, куда-то можно поехать. В общем, созидай, занимайся созидательным каким-то творчеством. Будь импульсивным, будь ярким, будь харизматичным. Вот что говорит рыцарь жезлов. Не стесняйся фактически, да? Как Иван Дорн пел, не надо стесняться. Вот такая история, ребята. Поэтому я вам второй вариант тоже желаю. Наступления прекраснейших событий в вашей жизни не только в январе месяце, но и в последующие месяцы и года вашей жизни. Будьте счастливы, берегите себя. Думайте о том, что жизнь одна, и вы у себя один или одна, и другого не будет. Поэтому все в вашей жизни должно улыбаться, петь и сиять. А если рядом с вами находятся такие люди, которые вынуждают вас терпеть, приспосабливаться, гоните их в шею. Или найдите себе другое место и других людей. На этой восхитительной ноте я с вами прощаюсь. Обязательно приходите к нам учиться. Пока-пока, до новых встреч.